собрались, да? Все, ну это вот. Так, ну давайте начнем. Меня слышно нормально? Давайте я проверю звук. Да, я увеличу звук так вот. Я думаю, меня сейчас будет лучше слышно. Так, noise suppression тоже выйдет. Мгм. Вот сейчас нормально будет? Запись будет даже. Ну, ладно, вот сейчас должно хорошо вообще быть слышно. Вон, Гагарин, как всегда, запись будет. Ну, давайте мы начнем с чего-нибудь такого легенького. Ну, как вы знаете, стартовал у нас, в общем, наш любимый краудлон и так далее. Вот за первые часы там вообще без рекламы вот собрали 122, ой, 122 кусамы, я извиняюсь. Насчет такого вопроса вот спрашивают там часто, вот это а чего рано? 8 часов, типа. Чего рано? Краудлон, я сейчас все, это сейчас все будет, я сейчас объясню, да, да, это не проблема. А, значит, homepage, то есть у нас типа нету домашней страницы. В общем, это будет в ближайшие вот, ну, пару дней. Почему так рано стартовал? Сейчас вот этому человеку Павлу, напишите Павлу, что за голосовой чат, пожалуйста. Сейчас все объясню. Сейчас, ребят, секунду. Тут еще люди просто появляются. Все, да. Так, хорошо. Давайте, ну, что сказать. Ну, начался краудлон, собрали 122 кусамы. А, ну, в общем, результат нормальный, типа даже хороший, я бы сказал, из-за того, что просто, ну, вообще рекламы нет, чтобы вы понимали. Вот рекламы абсолютно нет. А, м, Рекламы у нас нет. Смотрите, э, пока нет. Ну, если про рекламу, да. Смотрите, рекламы нет. Поехали. Вот, значит, ребят, вот огромная просьба. Вот у меня была такая штука. Мгм. Была такая штука, мне в личку присылает один парень, что он случайно промазал по нашему краудлону. Пожалуйста, если вы будете голосовать, вот просто нажмите contribute. А он просто проголосовал двумя кусамами за сабгейм Гамма. А, ну, вот он мышкой не туда просто повел. Вот так вот. Не-не-не, реклама будет. Сейчас я все про это расскажу. Значит, пожалуйста, не промахнитесь мышкой. Вот просто введите, и там contribute будет. Да, у Теслы было столько рекламы, что вообще. Не, ну это понятное дело, для человека не страшно. Вот для нас было бы лучше 2 кусама. Как у вас, да, так как у вас. Это правильно. Значит, на чем остановились? Давайте я начну с первого вопроса, там, с АМА, вот чат, да. Тут очень вопросы просто были. Я как понял, у нас тут буржуев нету, как я вижу, по никам все знакомые наши, да, все знакомые. Хорошо. Вот тут мы насчет аирдропа в будущем.
по поинтам. Вот этот вопрос, ребят, я же объяснял уже. Да, награды будут. Вот я вот это буду повторять уже, не знаю сколько раз. Просто с количеством мест не определились. Смотри, сейчас вот сентябрь, сейчас, поскольку сейчас сентябрь, у нас вот, ну, идет вот этот краудлон. Вот мы его берем, и в октябре на доте аукцион на доте будет. Это первое. Так, давайте продолжим. Я продолжу отвечать вот на вот эти вопросы, которые там. Акасик, вот, кстати, он есть тут или нет? Нет, его нету. Ну, ладно, в записи увидит. Я полагаю, АМА будет после старта аукциона, ну, конечно, да. Несколько самое важное, наверное, для инвесторов. 20 миллионов токенов Хейка для аукциона интересует график разблокировки остальных 75% токенов. Понятно, если его нет, хорошо бы его линейного. Да, это все будет, мы будем на Мессаре. Если вы не знаете, что это за сайт Мессари, можете посмотреть, там вы сможете сравнить, сколько поскольку покупали инвесторы, поскольку покупаете вы и так далее. Я сразу скажу, что вот, ну, там разница вообще между инвесторами и вами очень низкая. Вот, к примеру, какой-нибудь, ну, вот мне приходит на разницу там Вега, да, по-моему, они сделали 10x разницу. Ну, мы всего лишь 3. Это вообще вот разница между инвесторами и между вами, это копеечная разница. Ну, вот так, хорошо. Если такое случится, что 6-10 слот не возьмем, будут ли какие-то утешительные бонусы для тех, кто доверил свои КСМ за этот проект? Ну вот этот вопрос я должен буду задать команде, потому что я вот этого не знаю. Вы же понимаете, меня вообще врасплох застали вот с этим краудлоном. Я даже не знал, ну, я реально не знал, что он сегодня будет. Мне вот просто э, пишут и так далее. Ну, это же вообще, вы ж понимаете сами. И я беру и так смотрю, Краулон, здравствуйте. Это что-то такое себе было. Ну и пришлось делать. Да, давайте дальше. Насчет утешительных бонусов, ну, я же говорю, с командой вот пообсуждаем. И это. Если 6-10 слот не берем, идем на 11-15. Все, вот понимаете? Вот как Килд. Они взяли, проиграли прошлый. Ну и что теперь? Вот они теперь сейчас на этом. Ну, как бы, сами понимаете. С тем же количеством кусам. Только проблема у них в том, что им придется это все перебивать. Вот. Ну да, давайте дальше. Что с аббревиатурой Хейка? Будет менять или нет? Ни в коем случае. Если нет, то выбрали уже несколько вариантов для имени. Нет, мы переименовывать Хейка не будем. Хейка по-японски значит параллель. Хейка, значит, параллель по-японски. Все. В общем, ничего тут особенного. Предложение. Нужно устроить атаку на Twitter, Telegram канал, всем нам на эти постах. Хейка, но не агрессивно, может вызвать негатив. А, да, пожалуйста, ну, награда поинт, я только рад за это. Ответ и вот Акасик, я думаю, он не услышал, тут он пишет, что если услышит, то в записи услышит. Ладно. Так, добрый день. Хотелось больше ясности по токеномике. Как планируете распределение 55% между комьюнити, если на аукционе по расчету выделено 2,5? Почему такая уверенность, что возьмете аукцион? Значит, я начну с первого вопроса. 55% между комьюнити, ну там немножко, ну ладно, 55 считайте. Я сейчас объясню, почему 55. Это очень просто. Сейчас, 2 секунды. Мы просто вот, ну вот это вот, ну не освещали, так скажем. Поэтому, наверное, у многих вопросы возникают. Я сейчас открою табличку. Где-то. Одну секунду. Вот. Так.
Так, это не то, это не то. Щас, ребят, секунду. Так, всё не то. Блин, сейчас надо ее найти. Вот, нашел. Значит, смотрите, в чем прикол идет. 2,5 мы выделяем на аукцион. 40% мы выделяем на ликвидность. Понимаете? 5% мы идем на страховочный пул. Ну, то есть я рассказал, в чем прикол этой платформы, что у нас еще, ну, и это одна из хороших тем, короче, это страховочный пул. Если вы там по деньгам, я не знаю, как, ну, каким-то образом, не знаю, как это возможно на самом деле, что-то будет не так, то есть страховочный пул. И плюс там была статья, как избежать ликвидации, это все вон туда. А мы предоставляем аж 40% ну, на майнинг ликвидности. То есть это очень большие цифры, ну, как по мне, да. 12,5 это мы экосистема и развитие этих, ну, вообще самого по себе проекта, то есть партнерство там с калами, мунбимами, там, чейнлинками и всякими разными интересными проектами. Ну, это как пример просто я привожу. Вот. И поэтому на аукцион 2,5%. Мы смотрим тут именно на продукт. Очень хочется именно продукт. Я же вот говорил, вот, что продукт будет, как бы, он будет готов уже где-то вот полностью, да, к декабрю. Ну вот декабрь, январь, вот это вот готовность продукта. А дальше мы будем его просто улучшать ну и так дальше. То есть больше чейнов, там, например, Binance Smart Chain, Solana, чейн Solana, чейн Полигона, который Matic, ну, если кто там помнит. Значит, это вот так. Ну, вроде я ответил. Так, почему такая уверенность, что возьмете аукцион? Ну, во-первых, я сейчас скажу, будет офигенная реклама. Где-то с 30 числа мы вот объявим новость. Вот те, кто смотрели видео, уже знают, о чем она будет. И у нас просто одна только проблема есть. Ну, как это не проблема даже. Это просто почему мы вот чуть-чуть, ну, мы вот так стартанули и без какой-то либо поддержки. Мы буквально через там, ну вот пару дней, через несколько, ну несколько дней, там до 1 сентября точно должны, максимум 3, 3 это потолок, я думаю. Хотя вот, знаете, я же говорю даты, а потом оказывается на несколько дней раньше. Мы просто не сделали, не подписали документы со всеми инфлюенсерами. Ну, то есть сотрудничество, скажем так, да, по рекламе и так далее. Почему уверенность такая? Потому что партнеров много. И хороших партнеров очень предостаточно. Как зарубежных, так и наших. Вот так вот. Давайте пойдем дальше. Это тут я видел, это. Вот почему за Google перевод субтитров сыпят по 5000 пунктов. Это вот это вообще неправда. Вот Flakes вот пишет, это вообще вот не так. Это не в ту калитку, потому что 5000 я кинул человеку, который перевел именно вот то видео, которое вот с Акалой было, с Мунбимом и так далее. Вот. Поэтому вот он перевел своим голосом, поэтому да, ему за это. 5000 я за субтитры никогда не сыпал. Такого
не было. За субтитры, да, там, ну, 250 есть. Все, пожалуйста, без проблем. Если люди много субтитров сделали, ну, пожалуйста, вы тоже можете сделать то же самое. В чем проблема? Просто берете и делаете там свой видеообзор, там на английском, русском, неважно, и вставляете кучу субтитров, там хэштеги лепите и так далее. Вот. Есть хорошие новости прям для всех, прям сверх интересует. Сейчас, да-да-да, я вопросы в чате буду читаю. Сейчас. Секунду, ребят. Есть очень хорошая, ребят, это вот так, звук был исправлен, наверное. Нет, мы не без рекламы, я сразу сказал. Рекламы будет много, но это нормальная реклама, то есть с нормальными людьми. Ну, допустим, и если уж кто уж там подписан, ну, у нас будет вот зарубежная АМА с Ларком Дэвисом. Если вам интересно, кто это такой, и вы не знаете, напишите в Ютубе, пожалуйста, кто такой Ларк Дэвис. Он, кстати, нас ретвитит уже. Ну, то есть плохой рекламы не будет, я сразу скажу. Какой-то вот помойной, там, как спам, ну, я не знаю, вот, что-то в этом роде не будет. Поэтому вот так. Вот Теслу. Да, вот Гагарин про Теслу Hey guys. хорошо сказал. Да. Мы поможем с рекламой, репостами. Там, кстати, Димон показал. Да, там, кстати, Димон предлагал интересный конкурс, но мы будем так. Если я буду 987, то делайте 900. Сколько сыпет Хейка за 1 КСМ? 62,5 сейчас. Я убедил сделать... Нет, не 50, не 50 Гагарин, потому что я убедил команду повысить немножко и 62,5. Самое сладкое я оставлю под конец, наверное, немножко вот стрима. Я думаю, мы сегодня долго не будем, ну, час где-то, может так. Ам, Так, все пропустил, Димон. Да нет, ничего ты не пропустил, я запись, да, вопросы, красавец. Так, думаю, не будет бонуса, вам же Кусамы вернуться. И смотрите, в чем прикол. Мы не хотим делать вот эту бонусную реферальную систему от слова совсем. Потому что это вот как пирамида, вот мне вот это вообще не нравится. Вот никогда не нравилось этот бред, потому что, смотрите, так получается, что кусамы оседают, ну, проценты, да, допустим, там 10% ревардов оседают в карманах, там, допустим, каких-то блогеров. Как по мне, это дико нечестно по отношению к вам. Ну, то есть, ну, так нельзя. Ну. А почему такая спешка краудзаймом? Мишку испугались. Да нет, сейчас объясню, сейчас. Тут уже вроде график больше 200 тысяч соберут, то Хейка будет 1 КСМ. Ну, сейчас был, если больше 200 тысяч соберут, то по Хейка будет ну, ну, это вроде как окончательная сумма. Я скажу, кстати, почему даже с такой суммой. Вот вам кажется, вот да, вы там насмотрелись на какой-то Moonbeam, и вам кажется вот действительно, что это все, там, это последнее, а, я не знаю, это последний оплот, там они офигенно дали. Да, ребят, вот поймите сразу, Moonbeam вообще не ориентирован на какой-то продукт полкодот. Единственное, что он делает, действительно, это хороший проект. Это я его не ругаю ни разу. Он не ориентирован на на создание каких-то серьезных вещей, ну, какой-то серьезной платформы, вот так назовем. У него технология, у него чисто технология, понимаете? Вот что я имею в виду. Я надеюсь, вы меня, ну, дошло до меня, до вас, точнее. Поэтому Moonbeam себе может вообще без проблем это позволить. Почему такая спешка с краудзаймом? Мишку испугались. Да нет, спешка на самом деле с краудзаймом, потому что эти, как их зовут, инженеры, разработчики, короче, называйте как хотите,
Они вот доработали, и Юба решил, ну, смотрит такой, и решил, так, ну, уже вроде как пора. Ну, давайте, типа, делать. Давайте делать. Ну, вот так мы и сделали. Вот пока она висит, все хорошо. Мы его добавим на домашнюю страницу. Это будет, это сразу говорю, это ничего нет. Насколько я понимаю, команде выгодно стимулировать Сочи, чем не взять краудлон и попасть в парадер. Нет, выгоднее стимулировать сообщество, чем не взять краудлон. Нет, выгодно на самом деле иметь хороший костяк сообщества, потому что, смотрите, в октябре еще будет аукцион по доту. Вот смотрите, давайте, если там кто-то реально, вот если мы выигрываем, вот прямо сейчас, вы вот там без проблем закупаетесь дотом, у кого там есть, и вы там берете и фигачите их в параллель. Еще это на дот аукционе у нас. А, господи, сейчас, что это такое? Сейчас это какой-то помойный канал тут. Да, вот Ларк Дэвис он там скинул вам. Вот. Насколько команде вы стимулировать сообщество, чем не взять краудлон, попасть. Ну, все это, когда Олег не знал, что... Да, я реально не знал, что сегодня караулон. Я реально не знал. Я вот сижу, и там это было утром, и мне тут в личку прилетает, что мы начали караулон. Я такой и сразу на улице был, захожу домой, ну и понятное дело, уже это все, скажем так, в Телеграм закинул, там, в Дискорд и куда только можно. Да. Можно не торопиться по закидыванию КСМ или есть преимущество? Нет, нету никакого преимущества у тех, кто закинул среди первых. Нету преимущества никакого. Я понял, сейчас, секунду, ребят. Вот так меня, наверное, должно быть слышно, вот отлично. Все, хорошо, что сказали. Главное, так как пролететь можно, там да, последними мы точно не будем, вот это фигня полная, никакого последнего нет. Это не будет. Да, извиняюсь. Вот. Последними не будем, сразу говорю. Уверенность. Почему? Потому что поддержка очень сильная. И ну, это действительно поможет. Можете поверить. Вот. Ну, просто поверьте, подождите пару дней, короче. Увидите сами. Так, и слезы изредка падают на перо. Ой, господи, это смешно. Так, обходите конкурировать, а мы с Акалой не конкурируем. Чего вот такое решение, что есть как конкуренция с Акалой? Акала, возможно, даже наш партнер, только неофициально. Мы же вот делали с ними. И Мунбим также. Ну, то есть, чего вы взяли? Мы не конкурируем. Мы вот, если вам больше нравится, да, если вам больше нравится сравнение, то мы это скорее компаунд. Если вот, ну, такими уж сравнениями, не знаю, вот мыслить, то это уж скорее мы компаунд тогда будем. Акала это немножко из другой серии. Там это не то немножко. Так, да, вот, ребят, на чем мы там остановились? Так, процентах, ну, 2,5, так, где Олег берет и сам себя написал и спрашивает. Есть Олег, да. Где реклама будет крутиться везде, не пропустите. На дропсах, Нарния, там все вот эти ребята. Я вам скину каналы, я вам буду вот каждый день кидать, где мы
э, в общем-то, рекламируем. Ну, не рекламируемся, да. Можете там у Юла поспрашивать даже какие-то. Время хороших новостей, да, про хорошие новости будут, но мне надо ответить, он выступает. Это я из Ама-чата, вот. Он и говорит, мол, он субтитры Ютуба озвучит. Ну, я понял. Ну, но это мы разберемся с этим. Я сейчас думаю, сам в Юба заговорю. Да, это хорошо. Это хорошо. Хорошие новости вам будут только новость одно, где деньги, да, где деньги, как там говорила Остап Бендер, как там ещё, в квартире, там, где деньги лежат, еще с ключами. Но новость сейчас все будет. Субтитры на "Ютубе" шрифтом про я извиняюсь, но просто очень реально. Э, Кларка Кента тоже Так, ладно. Да, на первыми 1+1, конечно, в переводе докажет. Да-да-да. Ты Мишусь, да-да-да, и Соловьёв, Гордон, все вот эти. Инфляция или торговля? Нет, торговля, никакая инфляция. Вы о чём? Откуда тут, в следующем союзе будет бренд, естественно. То есть 60%, которые написаны на сайте, это не токены, которые получат комьюнити, а по сути маркетинг, ликвидность и токены, которые получат участники краудлона. Просто непонятно, зачем это назвали комьюнити. Нет, не совсем вот тут правильно. Вот вопрос так поставлен, я вот скажу это я сейчас. Дело в том, что комьюнити это идет на сайт. Мы не имеем как бы доступа к вот этим средствам. Все, они вот там. Вот вы понимаете, когда вот фонд дает какие-нибудь деньги, ну, у них все там высчитано, я не знаю, с точностью до цента. То есть эти деньги никто вообще из команды не получает. Я вам сразу говорю. Э, ну, вот все там высчитано до цента. Что Аламеда, когда, что Пантера, Поличейн инвестировал. Все, кто инвестировали, эти цифры не с потолка берутся, поймите. Вот. Поэтому они написаны комьюнити, потому что будет пользование платформой. И поэтому написано комьюнити. На этот э, это на маркетинг нет. Вот на маркетинг нам не выделяют. Сразу скажу, на маркетинг никто не выделяет. На развитие, да, вот там с партнерствами, но на маркетинг никто не выделяет. Это я сразу говорю, это чисто вот Юба делает со своих денег. Поэтому, ребят, я бы на вашем месте, это хорошее, думаю, есть макс капа на одного человека, нету и так далее. Слушайте, сюда уже пишите, там что-то, а мачат никто туда не пишет. Moon River, так, да, Moon River, Moonbeam, вы все равно поняли. Космонавт по масти делать. Да, вот это так и надо. Если, да, вот зачем реально вот 100 кошельков сделаете, которые выше. Так поймите, Moonbeam, я же объяснил вот эту тему, что Moonbeam это вот просто одна технология. У нас и технология, и платформа, и так далее. Нам то, конечно, понадобится Moonbeam, потому что у нас еще Ethereum, еще миллион там других цепочек будет, ну, типа, я же говорю, Binance Smart Chain, там, Solana, но это потом, сначала вот Ethereum. Это вот сначала, точнее, Kusama, Polkadot, а насчет сейла, это мы уже давайте потом. Сейчас сейл не хочу затрагивать, ну там коин-листы и всякие вот эти штуки.
и так далее. Что потоки, я так понял, его купить нельзя, только плюшками сыпят. Ну, вообще как бы Хейка дает там право голоса и выбирать и так далее. Вот Хейка основной как бы токен. И он будет довольно-таки... И не забудьте, что вообще токены, они, кстати, сжигаются. Вот как проходит транзакция, идет сжигание. Это то, что Виталик не может сделать нормально, вот он все равно. Вот. Так, выигрыш аукциона произвес, если 400 тысяч... Нет, нет. Из 400 тысяч это максимальная сумма. Выигрышев, если 400 тысяч КСМ нет, вы чего? С 400 тысяч это просто максимальная сумма для сбора, которая только возможна. Все, больше, ну, больше ничего здесь нет. А, ничего такого. И в актив... Нет, нет, не пролетим. Я прям обещаю, потому что я уже сам закинул саму, хотя хоть мне и полагается разлог, но нет, все, я заносил тоже Кусаму. Вообще у нас, кстати, я не знаю, сколько из команды заносили, но если не собираем 400к Кусам, команда делает всем рассылку с вам благодаря. Да, это будет именно так. Нет, на самом деле нет. Тут я же говорю, проект на долгосрок, что прям вообще трындец. Вот, за 10 лет Юба планирует сделать как Apple для финансов. Ну вот это его слова. 10 лет мы будем как Apple для финансов. Это его слова. Но Юба очень амбициозный. Если вот вы с ним общались, можете, кстати, там вот как-то вот только, пожалуйста, не спамьте ему личку, он все равно там ничего не прочитает. Вот да пишите в русском чате. Вот с ним, если вы пообщаетесь, вы поймете, что этот чел, ну, он такой, он очень интересный. Типа, с ним, ну, он не столько за деньги. Вот поймите, вот он готов делиться, ну, с сотрудниками как-то и так далее. Ну, он, короче, реально крутой. Если вот вы с ним познакомились, там, переписывались, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому нет, ребят, это вообще вопрос. Ну, команда не покинет проект, особенно с той командой, которая у нас есть. Чтобы вы понимали, вот вы заходите на сайт, сколько там, человек 20, что ли. На деле вообще человек у нас где-то 30, там, больше даже, которые нам помогают и так далее. Они просто не указаны, так как они не постоянные члены команды. Они там на контракте могут быть и так далее. Они просто не на полное рабочее время работают. Понимаете? Вот в чем дело. Так, на аукционе на дот уже не хайк, а будет какие будет хуже, лучше. Ну вот давайте пара, мы, кстати, вот насчет пара, возможно, вот у Акала только ЧСВшная. Ну блин, ну так, конечно, а чего ты хотел, НТ? Есть, есть такое. Это вот такая вот прическа, вот как у пацана. Ну да, это нормально, но это ничего страшного. Калы, да, основатель, она такая. На аукционе на DOT вообще вот про аукцион DOT я вообще ни слова не скажу, потому что я сам ничего не знаю. Абсолютно ничего не знаю. Зачем два токена, Хейка и пара? Ну, потому что на Кусаме Хейка, а Дот это вот пара, собственно. Вот так вот. Да, вот Грег, вот это. Если дропсы, то можно уже ничего не... Ну, дропсы у нас будет с ними. Я же не знаю, будет ли писать Серега... А, 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 я тут немножко застопорился, ладно.
Да, и с чего вы взяли, что Сергей напишет? Ну, если ему понравится метрика. Кстати, мы будем, да, на Миссаре, еще раз повторяю, для тех, кто не запомнил, я думаю, вам Миссаре будет достаточно и так далее. Вот, и так далее. Я сейчас вам расскажу, почему. Ну, это чуть-чуть. Вот давайте 20 минут, вот я вот отвечу на вопросы. Мимо Сереги такой в Нарнии пару. Ну, вот Зузик хороший вопрос. Нарнии парень проскакивает табличка с претендентами, строит свою кусамки. Предложение Хейка выглядит не очень с точки зрения вложенных денег, ожидаемых иксов. Сейчас я объясню. Вот этот вопрос, его хватит просто, чтобы закрыть краудлон. У нас все. Какой процент токенов? Ну, то есть вопрос не очень понятен. Ну ладно, сейчас пропустим. Я э, через 10 лет мы будем как Apple, то ли да, Серега Яблочный, лучше Android. Ну, это он имел в виду, типа, или как про Nokia хорошая шутка. Я сейчас объясню, в чем сравнение с Apple. Ну, типа, сравнение с Apple просто в том, что у них, типа, есть iPod, ой, iPodов уже нет, ну, вы поняли, iPad, там, что там, iPhone у них есть, MacBook там есть, и что у них там еще есть? У меня просто нет айфона, и поэтому вот, вы поняли. И мы будем выпускать продукты. Вот смотрите, вот один продукт, как, ну вот считайте, как iPhone, это там будет это Ethereum, там, я не знаю, iPad это будет там Binance, там MacBook, это там будет, к примеру, этот Solana будет. Ну вот так, вот в чем мысль Apple как для финансов. А так вот форма будет работать уже к декабрю. Вот сейчас сейчас, секундочку. Ну, с зажравшимися монополистами, кстати, на самом деле, вот тут написал Нтей, ну, в принципе, как Nokia нежелательно, да. Как стать членом вашей команды? Предложить что-то очень хорошее, что-то интересное и так далее. Вот так вот. Или вот там вот есть вакансии, мы нанимаем, пожалуйста, пишите. Если не нашли свою роль, то все равно пишите там свое резюме, только прикрепите LinkedIn и какую работу вы ну, вообще хотите. Все, пожалуйста, вот так вот становитесь. А так, если там параллель ассистентом, да, э, то это вот там надо хорошее предложить, помочь, вот как Гагарин сделал с самого начала, там Антон помогает, ну, нянетели. Не пойму, мы зафиксировали свое лицо в whitelist, аукцион, а смысл этого аукциона, или там это награды. Смотри, вот я вот объясняю про вот эту штуку, я уже этот вопрос, конечно, не могу вот этого сказать. Ну, точнее, я могу сказать, просто этот вопрос уже, я не знаю, сколько раз мне задавали. Прикол весь в чем? Смотрите, а, что whitelist нужен только для наград. Если вы там зарегались, вы молодец и красавец. Вы что-то получите, если вы там есть. Ну, не все, понятное дело, кому как повезет. Все, думаю, я объяснил. Что предполагается, если вы зарегались на whitelist.
Да, это на этот процент в первую очередь все смотрят. Ну да, так у него вход на 80 нам более чем хватит, да. Олег, кстати, был график, что за один КСМ на крауду, но если краудлон соберет больше КСМ, да, да, если соберет 200 тысяч, пожалуйста, конечно, там изменится, все верно. Нет, ну это я просто говорю, как его мысли. Вот какие 10 лет в крипте, я тебя умоляю. Если вы краткосрок просматриваете, я сейчас вот в конце подведу итог, чтобы вы поняли, в чем фишка вкладывать в нас. Даже если там 2,5%. И предположение. Вопрос, будет ли движухи на платформе, связанные с NFT. NFT, да, там партнерство с NFT будет, все это будет. Так, какой план у проекта, если аукцион кусами не будет собран? Пойдем на следующий. Ну, я думаю, очевидно. По частям. По частям. Так, через 10 лет биток запретят и будет крипто-юань во всем мире. Ну, примерно так. Ли корона победит, и мы вернемся. А, кстати, вполне... Да не, не волнуйтесь. Полетел в космос, как Гагарин, и получил роль параллелистиста. Ну, типа того. Эм, Так, я застейкал дело. Да, ламбу забрать можно в салоне. Смотрим, так, ну не повезло в вайт-листе. Ну, бывает, если он так у нас всего китаец, все схватит. Ну, так естественно. Так, я бы послушал еще какие-нибудь интересные вопросы, потому что я сейчас хочу сказать в самом конце, ну, самую такую хорошую новость, самую интересную, которая именно подталкивает именно голосовать уже. Так, понятно, я понял. Сейчас, когда бабки будут, вот, короче, нам 2,5% монету инвесторов, допустим, 15. Что дальше? Так у вас будет свои монеты и так далее. То есть там что на доте, я вопрос не сильно шибко понял. Ну да ладно. Строятся они сразу анлок. Да. Наоборот, пушка на рынке токенов минимум будет. Ну, так и что сжигаться будет? Сжигание вот после каждой там транзакции какой-то вот и действия на платформе. Да, я сейчас это расскажу, почему стоит именно выбрать из текущих аукционов. Ну, так 60% на рынке ведь будет. Да нет, почему 60% там сразу? Это вот вопросы, вот, ну, как-то вот, я на них не знаю, чтобы даже ответить. 60 это нет, ликвидность там 40%. Про краудлон условия и капы на Миссаре будет, ну, вот, скорее всего, завтра, послезавтра, ну, вот в течение пары дней. В течение пары дней на Миссаре вы там увидите там три раза, вот, если не ошибаюсь. Я даже, кстати, могу посмотреть это, если вы хотите. Уж прям не могется, потому что счет больше 2,5, да, есть, если вот люди возьмут и закинут нормально саму, конечно, там будет больше. А разлог раз в 12 месяцев, да, нет, не раз в 12, раз в месяц, и так, ну, вестинг, короче, обычный просто, что такого, и так далее. Так, давайте, да, сейчас я вам даже найду эту фигню, господи, это, адепты. Так, это не то, сейчас, ребят,
А, Эфириум, если вот вам интересно, у нас второй аудит будет примерно к декабрю. Это первое, что хочу сказать. А, К декабрю будет уже второй аудит, и уже мы реализуем margin staking, вот этот тот самый. То есть вот эти мы функционал создаем, вот, ну вот к январь, вот к декабрь, январь, вот, ну к январь скорее, вот там вот ну, уже мы даже эфириум запустим к январю. То есть вот так вот. Я же говорю, мы делаем все вот максимально быстро. Юбыч там сказал же вам, что мы будем, что у нас в компании только там сколько, 5 месяцев или 6, я даже сам не помню. Прошлые аукционов у проигравших бабки лежат. Да, вот именно по этой причине, вот именно по этой причине, вот у Килта, вот кто там думает, это с прошлого. Килт участвовал в прошлом аукционе. Вот я вам просто как пример, вот Сакура, она тоже участвовала в аукционе в прошлом. Шерпа X участвовал. Посмотрите на их КСМ. 719 у этого Шерпа X, у Сакуры 734. Мы новички, вот просто влетели без рекламы вообще, вот просто. Вот 125. Большое спасибо, кстати, комьюнити. Я уверен, что Юба отблагодарит вас полностью. Ну, хорошо. Я об этом, если не отблагодарит, я об этом напомню. Не волнуйтесь. Так, да, да, NFT, да, именно с ними будем, да. М, Да, да, да. Хорошо. Так, ну что, новость говорить или есть какие-то вопросы? Потому что давайте мне, я это хотел бы уже сказать под конец, значит, так, завершающий акт. Давайте, мне нужно, чтобы вы вопросы там, сейчас посмотрю в АМА-чате, что-то кто-то написал, нет, ну и хорошо. Новость, новость, хорошо. Значит, смотрите, сейчас вы там напишите. А сейчас, секунду, не понял, Акилт не вернул КСМ свои, а продолжил добирать на следующем аукционе. Да, это все эти, кто пролетел, они, ребята, это довольно-таки, но это не совсем инсайдерская информация, это просто информация. Ладно, давайте я вот тогда просто... Хорошо, давайте я сейчас отвечу на этот вопрос. Юба, кстати, а возможно, это Сатоши Накамото. Я уверен, что в своем... Вот понимаете, просто вот Сакура 700, это с прошлых аукционов. Килл проиграл 61 тысяча. Им придется это отбивать. Ну, что это такое? Что там? Ну, Полка Смит. Они тоже проиграли. Шерпа X проиграли. Сакура. Тут из новых, вот кто тут из новых? А, Господи, тут из новых только вот нет. Вот мы, Кеншира тут, я не помню, Сабгейм, Гамма, вот это была или нет. Ну, Integrity Network, по-моему, вот ее не было. Ну, буквально 3 новых и так далее. Так, ладно, все. Не, ну 10 лет Юба, кстати, уже роботов мутил, так что... э, так что, блин, ребятки, тут хуйню. Я вообще в 10 лет футбольчик играл. Э, Да, может, был роботом.
Так, там просто пишут, поэтому я не говорю. Семен занес Кусаму. Какой Семен? Можно вопрос? Ну, Пауло, да, как бы это фишка Краудлона. Но братишка Сэм это наш братишка из Аламеды. Да. А, это ты про это имеешь. Чет мутная тема, закидываешь в аукцион не собирает, Кусамы не возвращают. Почему Кусамы не возвращают? Кусамы возвращаются, только они не сразу там, я не помню, сколько времени, кто там помнит, напишите, сколько возвращается Кусама по времени. А аукцион с Кусамы не возвращается, запускается новый аукцион, и так до бесконечности. Ну, не до бесконечности, а до того, как у этого Кусамы лимит там 10 миллионов всего лишь. Вообще вот. М, Поэтому вот так вот. Нет, до бесконечности ну, как бы не будет. Невозможно. Так, ладно, поехали. Значит, смотрите. Вы... вот это кто-то пишет. Так, а за такие вещи мы будем банить. Не пишем, и все пишут. Ладно. Короче, ваше предположение о биржах я хочу услышать для начала. Да, тут назвали. Смотрите, переговоры сейчас идут с Coinbase. Это переговоры. Binance и FTX. Это только переговоры. Не обещаю, что будем на всех этих площадках. Это пока что переговоры. Пока что переговоры. А возможно, мы будем на всех трех. Но как минимум, на одной из них или на двух мы будем точно. Да, CoinList, до него еще, господи, дойти надо. Ну на, Димон уже все шарит. Ну, вот, да, иксы, вот именно поэтому. Да, это что-то там какие-то... Одну секунду. Это, да, это насчет этого Миссари. Кусама есть на Байненсе. Нет, на Листинг Хейка. Листинг Хейка. Кусама есть на Binance, а что и там не быть? Ах, какие иксы? Я же объясняю. Переговоры. Переговоры ведутся с тремя.
Эта хейка будет на какой-то из этих бирж. Насчет Кукоина и Кракена я не знаю. Но с этими биржами... Ай, Димон. Да, я уже все, ладно, потому что там Юба говорил видео, это официальная информация, 24 ляма, да, мы самый дорогой проект на Polkadot, все. Больше таких проектов нету. Нет, не 22, 24 в сумме. До нас никто не собирал еще такие суммы. Это Юбыч сказал. И в виде проекта, и в виде токена, но как это непонятно, а зачем. Почему мы Кусама экспериментальная сеть. Мы как бы, ну, я уж что-то не просто на Кусаме, блин, я не знаю, все будет, ну, в первую очередь, все всякие штучки такие новые будут на Кусаме. Поэтому PF же основной, который будет основной ровней системы целом по концепции, когда два одинаковые листья, два разных проекта. Так у нас один проект, листья два. Мы сейчас полностью зависите от комьюнити. Ну, любой проект зависит от комьюнити, как по мне. Ну, то есть такое. Я вот тут не очень понял, потому что любой проект, ну, прикиньте, вот у той же Акалы не было комьюнити. Кто купил вообще Акалу? Ну, то есть это вот он аналог. Секиры. Да, главное не стать поэтому башкой. Думайте, когда... Да, вот первые пользователи платформы будете вы. А может, ну не, ну вообще да, вы на самом деле, потому что буржуи и остальные там это и так далее. Ну, мне просто, что там говорить, да, Юба... Не-не-не, fuck you мы не переименовываем, сразу говорю, меня нельзя переименовывать. Потому что кто будет тогда вообще читать? Что... хотя его и так никто не читает. Ну да ладно. Это нормально, на самом деле. Венчур. С названием второго токена определились то, что на О Юба выберет. И поинты, кстати, пойдут. Я вот закрыл как раз топ, сколько примерно получат потом какие-то плюшки за поинты. Э, Это что-то не понял. Соосновать. Ну да. Эх. Да, вот так и напишешь. Значит, ставь бизнес-партнеры. Это вы за поинты, он, ну, в конкурсе, что ли, типа 700, там, по-моему, 500, 300 и 250, если он про конкурс. Там, по-моему, так. Ну, зайдите, посмотрите, вот в этот контент, ой, там, pass token name называется. Да, краудлон 46 дней. 48, извиняюсь, 46. Критокло. Ой, я извиняюсь. Сейчас это, наверное, какая-то фигня. Я нажал какую-то фигню. Извиняюсь.
Стоп, не понял, подождите. Ты не можешь смотреть? Сейчас ты мне скинул там. Мы странно. Сейчас сделаю секунду. И это очень странно, кстати. Попробуйте глянуть сейчас, как там контент Bounty 3. Ой, Ронит к нам братишка Bounty 3 это стикеры. Не, я говорю Fast Token Name. Content Bounty 3 это стикеры. Ну, мы не знаем, вот топ-100, не топ-100 токены. Да, 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 да. Нет, что за херня? Я извиняюсь, я не очень понимаю. Короче, давайте я скажу сколько и кто выиграет. Ой, не кто выиграет, сколько баллов. 500, 300, 150. Все, вот так вот. Я не знаю, почему вот не видно, очень странно. Не-не-не, это не оговор, это просто оговор. Да, поэтому стоит вкладываться в нас, ребят. Пока, пока что нет. Пока что я сразу говорю, ребят, смотрите, краудлон и дот это вообще вот, я не знаю, у нас вот инженеры там работали до 3 ночи. Вот я помню, это просто вот, ну вот мы занимались. И, и так далее. Понимаете, вот в чем дело? Ну, я ж читал это уже, ребята. Ну, давай еще раз прочту вот для тех, кто не услышал. Сейчас. 40 там процентов ликвидность, 12% это нон-майнинг, короче, ликвидности. Это 40% сейчас. Я найду, помню, 12,5 это развитие экосистемы. Заметьте, только 12,5 всего лишь. Вот. 5% страховочный пул. Это если у вас что-то там пойдет, и тут мы делаем, у нас платформа, типа, там это просто еще, ну, мы не добавили, типа, ну, это что это в реальных, скорее, там, чуть подальше будет. Линейный, линейный разлог, сразу говорю. Какой не будет в октябре? В октябре, вы, друзья. Топы, а топы какие, понимаешь? Вот смотри, Георгий, по приватному... Я вот приватный сейл, слово у меня немножко вот... Если имеешь в виду CoinList, точно, да, точно октябрь. Мне Юва сказал, что поэтому доты держите на акте. Сейчас вот все в Кусаму. А потом дот это такое. Мы будем на CoinList. Давайте про CoinList, это уже потом, это давайте реально оставим потом. Что там, то вот CoinList, нет, это я такого не говорил. Я говорю, что мы, возможно, э, нет, хорошо, да, может, я и сказал, но или CoinList, или TokenSwap, мы в каком-то из них там, ну, скорее всего, ну, вероятнее всего, я не знаю, это надо с Юба обсуждать и так далее. Но мы не будем до того момента, пока не будет этого парачейна, дота, ну, в принципе, как минимум вот эти и готовые платформы.
Может и в следующем году, кстати, я не знаю, может Юва имел в виду... э, Нет, ну если идти, то скорее на этот. Если пойдем, то скорее всего на CoinList. Но опять же, пока не будет готово одно, второе и третье. э, Ну вот Нентей написал вот более-менее вот вам карту. Может, в следующем году. Я же говорю, я не разбирался. Мне тут с краудлоном хватило, ребят, понимаете? Мне хватило, блин, тут просто сообщение получаю, блин, что у нас краудлон, блин. С теми договаривайся, с теми. Ну, точнее, не я там договариваюсь, но я говорю так, на Миссари нам надо идти, и что туда, и так далее. Вот сначала, смотрите, возможно, мы пойдем, ну вот когда вот будет работающая платформа, никто не хочет просто вот действительно впервые все отдают сообществу без очереди. Ребята, ну вот не спрашивайте, пожалуйста, про CoinList, я вообще сам не знаю. И Люба даже ничего не знает. Он у нас просто как будет 60% на комьюнити, какой механизм? Сейчас я вот этот вопрос. Еще раз, 40% это майнинг ликвидности. Первое. Это удав. Записывай и там запоминай. 5% это страховой пул. 5% страховой пул. У нас просто такая система, если вы там, если вы что-то там накосячили и занесли, у вас там может спокойно быть, реально, ну, не потеряете даже. Ну, у нас 5% под это выделено. То есть 40 под ликвидность, 5, блин, вот. 40% ликвидности, 5 это страховой пул, 12,5 это развитие вообще самой экосистемы, то есть партнерство, например, там с Акалой, с Moonbeam, там, с Chainlink, господи, с Aave, с Lido, господи, с кем там еще переговоры ведут. Ну, это на сайте. Я уж извиняюсь, это вот я вам только могу рассказать, потому что на сайте почему-то этого не выложили. Я скажу на сайте. Э, Вот у Юва тут написано в табличке Полкадоты Кусама Парачин. Может, имеется в виду типа просто Кусама. Запуск. Наверное, может, в следующем году в октябре. Короче, ребят, давайте так. Лидерборд есть, сразу говорю, есть. Я его не открываю. Ребята, вы вот прошу, вот про дот и CoinList не задавайте никаких вопросов, ничего не знаю. Херачьте, идите вот в этот. А, 24 года, Юба. А, значит, я не знаю ничего вообще вот про ни про CoinList, ни про DOT. Да, я думаю, там вообще никто не знает. Ну, не, ну там кто-то знает, значит, я не помню, кто там в лидерборде. Я в него там заглядывал, там, когда там. Ребят, там Юбыч знает, вот к нему все вопросы насчет Дота, пожалуйста. Про ноды узнал, ноды чуть попозже будут. После этого. Блин, Энтей, удали эту херню. Ладно, хотя, ладно, не удаляй, можешь оставить. Вот. Да, ну и насчет, почему, кстати, плюсы.
Интересовались очень крутые инвесторы Кьюба. Да, в Хейка еще 48 дней можно заносить. Блин, смешно. Я говорю, давайте вот мы сейчас сосредоточимся действительно на краудлоне. Конкретнее про ноды не могу. Это я узнаю у инженеров и вам вот расскажу. Вот давайте. Про краудлон я же рассказал. Просто вот Лайтман типа пишет, да, а там ничего, просто Кусаму берешь, лочишь и все, получаешь свои токены. Типа вот. Плюшки токена управления подробнее. Вот это же было там, господи, и так далее. Нет, ну вот про это я сейчас подробно рассказывать не смогу, потому что это... Так там разбираться, Лайтман, нечего. Смотри, просто сеть на ноды. Смотри, Лайтман, как это делается. Покупаешь на Binance или на любой бирже и так далее. Заходишь в кошелек Polkadot, создаешь, переходишь на Кусаму, точнее, Parity. Вот там Parity есть слово. Нажимаешь «Добавить аккаунт», из Binance кидаешь туда. Все. Я не знаю, вот что прочее. Это вам не коин-лист с гребаными очередями. И лотерея. Ну, там кошельки хоть адекватные, хоть через Ledger нельзя, но там адекватно. Просто на банане купили Кусаму, там сколько вам, хоть миллион, там я не знаю, сколько хотите. И перевели на кошелек или на кошельки и так далее. Вон, да, на Binance нет комиссии, да. Полька кошелек, как по мне, самый адекватный. У меня вообще не хейка тебе дадут, дружище Яндрак, если ты вот у нас, если ты уже залочил Кусаму, тебе хейка дадут. Ну вот, значит, все, вот ты уже с Ну, типа такое себе. Вот для меня MetaMask не самый лучший. Я вот такое вот скажу. Я сейчас объясню, кстати, даже причину, по какой причине это так. Дело в том, что я какие-то там несколько сделал этих аккаунтов для удобства, подписал их, они взяли и исчезли, и там пропало, я не помню, сколько коинов там, 10 коинов или что-то такое. Ну, херня полная. Ну тут, кстати, ну вот насчет квартиры закладывать, вот за границей так не делали, вот слышали же эти истории? По ним, там я ничего не агитирую, я ничего, у нас же это, блин, как его, платформа еще не запущена, только тестнет. А чего он свой фонд 80 лямов? Это охрененный вопрос. Спроси у него. Блин, в Инстаграм напиши, пожалуйста. Я думаю, он ответит на такое. Это вот вам там проекты какие-то. Я даже такие проекты не знаю, если честно. Но я догадываюсь, что это за проекты. Смешно.
Да, каждый думает своей головой. Тут не финансовые советы, что у нас переговоры с тремя топ-биржами: Coinbase, Binance и FTX. Это не финансовый совет, это просто переговоры ведутся. Это не финансовый совет, что у нас куча рекламы будет. Это ничего не финансовый совет, что надо закладывать токен, это тоже еще все не финансовый совет. Понимаете? Это просто информация. Просто информация. Это никто не дает финансового совета. Никаких финансовых советов. Ну, братишка Сэм есть, я думаю, FTX то уж да. Ты не так, ты не так понял термин майнинг. Охуенный коммент. Блин, извиняюсь, офигенный коммент. Да. Да, идите all in в параллель, ребят. Я серьезно говорю. Вот Миссари будет, вот это, как ее, и Дженнифер, ой, Хелен, короче, выкатит. Это любовь этого НТ. Так это никакой не финансовый совет. Это вот НТ и говорит, она, Хелен, она на гитбуке там гается. А ты вот всех там любишь. Ну, Хелен, она же из Нью-Йорка, которая. Ну, тебе ж понравилось. И вот, и поэтому и, и по этой она, короче, на гитбуке сделает там штуку, чтобы, я не знаю, чтобы уже все максимально, все максимально могли там уже и там с нуля прям разобраться. До 31 числа, короче, там будут там гайды, вообще, не знаю, там все прямо. Не, я думаю, что она хату не залучит. У нее карьера, да, крутая. Она в JP Morgan работала. Будет ли лидерборд для пользователей, что смотри, какой ты по поинтам. Ну, ты можешь сейчас посмотреть, какая ты по поинтам, вот Кристина, и просто так для себя ориентироваться. Какой топ, я же говорю, мы это обсудим немножко позже. Ну, типа того, вот удав вот написал. Ну, в общем-то, ну да, почему нет? Да, конечно, братишка, это сейчас тебе поинтов, да, нацепит. Про ноды я не знаю, это я с инженерами должен поговорить и так далее. Поэтому тут, ребята, уж извиняйте, я должен сначала с инженерами поговорить. Есть команда. Ну, я с инженерами поговорю, напишу насчет нод. Это без проблем. Но ноды после, вот если ноды, ну, вот как, если они будут, то что я пропустил что-то? А просто Юба говорил, что команда почти вся в Стэнфорде, только из команды только препод его и парень, который сейчас Гугла до этого в Майке. Там просто, я сейчас объясню, в чем прикол. Там в Стэнфорде некоторые проходят там стажировку, и вот эти все штуки. Я просто не американец, я вот не знаю, как это там называется. Там кто-то, вот очень многие проходят стажировку в Стэнфорде и так далее. Я вот это вот знаю. Я не знаю просто, как это в Америке работает. Я там никогда не жил. Нафиг там, ну, то есть, я не знаю. Юба китаец, да, Юба китаец. Но он уехал из Китая, и я как понял, туда не собирается возвращаться. Ну, мне так кажется.
Где? В Инстаграме, в Твиттере на него можно подписаться. Можно даже написать ему, а это жена есть, я не знаю. Мне не интересно. Да, и уедет в Китай. Конечно, так и будет. Да, я в этом уверен. Особенно фонды его отпустит. Если брать суды на следующий аукцион, то пара китов скупит весь аукцион, а как же децентрализация? Так, так а в чем тут проблема? Тут интересно, забавно, что, кстати, обычно не везде, он только в США. Ну, потому что он из Кремниевой долины, у него же свой фонд. А, а, так получается, что если будет брать суды на следующие аукционы, вот этот вопрос, то пару китов скупит весь аукцион. Нет, пара китов не скупит весь аукцион, если там вот мы исходим там примерно из счета, вот, ну вот потолок, да, как какой-то, он идет из расчета того, сколько мы действительно там можем в принципе, в теории, там, ну, хотя бы 33% поднять из этого. Виталика можно брать на 10. Юба сексуален на 10 из 10. Ну, вы же видели, вот вы видели вообще этот звонок? Общее предложение это у параллели 1 миллиард. Вот вы видели, нет, не фильм "Звонок", подождите, вы же видели эту конференцию? Вы вспомните, вот кто там был самый красивый? Сжигать будут, да, сжигать будут. Все будет сжигаться, все токены будут сжигаться. Э, да, я видел, как вы обсуждали это. Там Юбыч самый охрененный на самом-то деле. Там, да, да, вот смотрите, вот как можно не любить этого парня? Реально, ну крутой же, молодой, миллионер, мультимиллионер точнее. Не, справа, справа. И патенты есть, он умный, богатый, красивый. Вон, кстати, да, скинули про него. Молодой мультимиллионер, я его. Ну, он с детства талантливый, поэтому так получилось. Вы вообще можете с ним общаться, вот и у нас будут какие-то, у нас будут краудкасты, я, наверное, буду переводить. Вот, Грег правильно пишет. Только обратит ли он на девушек внимание нашего сообщества? Вот. Надо ли ему это? Вот тут. Да, кочегара может, можно устроиться, сжигать фотик, да, без проблем. На мужчин мне что-то сомневаюсь. Юба причесанный, он никогда себя не зализывает. Просто причесывается. Русские красивые, не спорим. Я могу переводить, и, в принципе, у нас есть краудкаст комьюнити, мы думаем сделать. Я буду переводить, наверное. А, вот. Если еще кто-то знает английский, я буду только рад. И Юбыч с вами поговорит, в общем, и тебе понравится. Spreche in the Deutsch? Ну, вообще очень плохо. Я чуть-чуть могу там сказать.
На English, да, конечно, это вообще без проблем. Я б не работал, я ж на работу, если вы там хотите устроиться, а, то это всегда надо уметь шпрехать на этой, My name is Антон, да. Крипторанк будет цена привата или инфа не публичная? Вон, да. Вон, Пинки, кстати, скинул скрин, как он его писал в Телеграм. Только, пожалуйста, не задалбывайте Юба. Да, да нет, не секрет, подал просто эту заявку, и Юбычу понравился мой опыт, что я умею, типа, сказал красавчик, сказал и так далее. В личку, пожалуйста, не пишите, ребят, мы все равно с ним поговорим, без проблем. Ну, опыт чего? Ну, опыт в проектах. Вот я в Минопротокол, я думаю, вы знаете. Вот. А что там за вопрос? На крипторанк. Про крипторанк это я написал. Это Дженнифер, она сейчас в Миссаре занимается. А с крипторанком э, м, крипторанк я написал тоже. Миссари, сейчас занимается Миссари. Ну, я думаю, вам Миссари хватит. Ну, ё-моё. Так я не только, кстати, я в этом Мунбиме был. Я помогал немножко им. Я вообще много, кстати, каким проектам помогал в начале. Вот знаете проект Sin Futures? Мунбиме как амбассадор, да, как амбассадор, но там не совсем. А, и там не совсем как амбассадор, я там помогал строить там в течение там несколько месяцев проект, там по маркетингу там была тема. Я закончил по компьютерной науке, чуть-чуть могу читать код и так далее. Э, Да, именно так. Я вас помогал строить офис. Ну, в Moonbeam я писал там всякие вещи для них и так далее. Вот. Мэтью МакКонахи на меня не особо. Ну, если перекраситься и встать, то, там и одежду надеть, то буду. У меня просто, если я говорю на английском, у меня временами голос может быть, как у него. Вот. Все просим Юмба лампу, конечно. Допустим, купить биток — это научить телефоны отправлять картинки в. Что такое параллель финанс в этом резерве? Вот такое тут что-то. Ну, сейчас я вот, ну, давай 5 минут на английский протестируем наши знания. Так, ребят, подожди, допустим, купить биток — это научить телефон отправлять картинки в ММС. Что такое параллель финанс разрез? Я сейчас объясню. Если в чем прикол, вот почему именно Polkadot и вся вот эта тема, потому что эфир, ну вот согласитесь, у него как комиссии, ну просто дикие. Вот если вы там переводите крипту, то вот то серьезно, ну это реально. Ну, потому что Юба знает очень много хороших людей, ну, инвесторов. Там Марка Кьюбана, там Тима Дрейпера, эм, Тима Дрейпера, господи, да кого он не знает. А16Z знает, Coinbase, блин, да всех, я не знаю, назовите любой американский фонд, он там всех знает. Любина знает и так далее. На эфире будет тоже параллель. Просто основа — это DOT. Просто из-за дешевых транзакций. И смотрите, насчет Хоровица и Coinbase, если мы выигрываем этот аукцион,
все пользуемся платформой, приходит Horowitz, приходит Coinbase Ventures и еще 3, которых пока я так бы не хотел бы сказать. Ну, не хотел бы говорить. Юба про Финика 100% знает. Так что, если мы, да, выигрываем краудлон, то, ребят, вам будет нормально будет. Пока второй аудит будет. Он уже, я сейчас тебе скажу, когда. К декабрю. Или ноябрь-декабрь. Вот. Там обороты нужны, да, так пусть нам Юба свои деньги даст, мы накрутим. Так это, да, уже дал, все. Если поднажмете, так у нас же, говорю, рекламы будет много и так далее. Мы уже вот по оценкам входим в топ-тройку. Я, из Украины или из России я могу сказать, что скидывайте за или как это называется, кусамы. Да просто. А где живешь? Ну, давай так, я как бы украинец, но честно, мне вот вообще пофиг на вот эти вот, кто там русский, ну вот это вся херня. Ну, типа, мне вот политика не интересна. Поэтому мне вообще. Да. А в краудлонах страна какая? Ну вот, я говорил как-то, вон, Димон там походу угадывает. Ну вот там вот примерно. Так, так такой вопрос. В краудлонах участвуют некоторые проекты, которые за одну кусамку дают виртуальную кусамку, которую можно стейкать и получать в нашем. Ничего такого. Я могу обсудить, кстати. Нет, не РФ, сразу говорю, это не РФ. Да, все пойдут, кстати, мочить меня, а не Юбы, это правда, это есть такое. Куда столько? Ну вот смотри, Антей, а ты подумай, партнерства нужны. У нас эфириум разрабатывается. Зачем партнерство? Вот с теми же NFT проектами и так далее. Прибалтика. Да, Прибалтика. Только вот не скажу откуда, но Прибалтика. На ламбу надо, конечно, на ламбу надо. Поэтому я же говорю, вкидывайте как можно больше в эту штуку, наш любимый с вами проект, и все будет, в общем-то, хорошо. Особенно через время. Но это не финансовый совет, за биржу платить за вход. И я такой информацией не располагаю. Хоровицы просто посмотрят на наш ТВЛ, на Хоровицы, как и Coinbase, кстати, просто посмотрят на ТВЛ и все, больше ничего. Total Value Locked. Total Value это. Так дело не в команде, дело в партнерах, которые будет стейк, когда кусок, когда злочный разгон, ты забираешь ей проценты накапавшие. Ну, вот это вот такие вещи. Ну да, проект метит минимум 50, это я сразу скажу. И не меньше, как Акала. Быть не меньше, как Акала, вот как мы вообще в нынешнем проценте. В нынешних как бы представлениях об Акале, то это да, это туда.
Ну, Кусама, да, но мы не только Кусаму, я же объяснил. У нас DOT, Эфир, Solana, Binance, Smart Chain, Polygon, Matic там и так далее. На Миссаре, ну, это там этот, как его, Кенни, дизайнер, там графики, все туда и так далее. Я сказал, типа, что надо сверить, и на Миссаре, ну, думаю, будет. Да, Кусама и будет в топ-20. Я и вообще не сомневаюсь. Я объясню почему. Вот это просто из-за того, что там потолок это 10 миллионов и еще. Да, кстати, у Юба еще есть бывший сековец. Так что, ребята, я рекомендую закидывать и туда. Ну, у нас все в порядке, не переживайте. У нас и с документами мы не пролетим. Параллель финансам, э, сам параллель Finance, то есть она метит топ-50 CoinMarketCap. А смотря чей. Ну, то есть мой, это мне нравится дико эта работа. Ну, вот мне. Ну, понятно, деньги, что дело, что это деньги, ну, это очевидно слишком. Ну, блин, ну, это такой фактор, ну, хороший, то есть, да. Но я типа, мог бы работать там, я вот не скажу где, ну, там, за большую зарплату, но я выбрал здесь, мне здесь дико интересно. Ну, типа, мне вот предложил Юба, я как с ним пообщался, все, мне этого хватило. Я понял, что это за проект, почитал и пошел именно сюда. Не, сейчас платят, сейчас зарплата есть. Не думайте, что это миллионер какой-то. Вот. Сейчас там что-то пишут. Это, так, это я не знаю, но это пишет. Я еще раз продублирую это. Да, да. Сейчас, ребят, одну секунду. Welcome, господи, 25 людей пришло. Так, Polkadot DeFi. Тут есть уже все. Так, готов будет закон. Блин, это смешно. Я сплю, да, я сплю, но я сплю днем, я не так много сплю на самом деле. Что такое? Ну вот. Да у нас команда вообще на самом деле не спит и так далее. Деньги я не трачу, ну типа мне это не интересно. Роль дам, пожалуйста, это вообще без проблем. Это даже если ячейка будет по 2 бакса, доходность текущая по 33% за год, так можно. Ну, там, ну почему прям сразу 30 там из Китая нет, там да, ну, ролей так более распределенно смотрим и так далее. А Юба знает, что его прикалывают русские. Он, короче, угорал, когда чат перевели. Помните на этом? М, он вас ценит. Вы нравитесь.
Спасибо, криптобашка. Это там... И, короче, этот... Что я хотел сказать-то? И помните, когда Хорошая фотка. Ай, блин. Помните, когда перевели чат, и вот это Бетти из Закалы, у нее такое лицо было не очень, а Юба что-то угорал. Но вы поняли ж, да, что это было, да? Я надеюсь. Да, 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 да. Вот это та самая, тот самый скрин там. Да. Чё было? Да, там просто наша любимая ру-комьюнити в чате, ну, любит писать всякие интересные вещи. Ну и написала там, чё там про Бетти и Закалы, да, это и так далее. Ну, русскоязычные русские, блин, ребят, ну серьезно, мне на это вот прямо седать там, кто русский, кто... Да, да, Betty so cute, maybe a color too. Да, вот это вот было. Betty so cool, maybe a color too, ты написал вот так вот. Я что-то, ну, да, и Юва начал угорать с этого. Да, я видел. Так Дженнифер, кстати, тоже угорала с этого всего. Там вообще вот, ну, наша команда, кстати, реально, ну, офигенная, извини. И там и Дженнифер, типа, угорала, там до хрена кто угорал. Не, у нас команда нормальная, они с юмором. Да, Кенни, кстати, нормальный, он вообще там всем отвечает. А Юбычу вы не пишите, в него смысла нет. Вы понимаете, я сам с Юбычем еле-еле могу поговорить. Понимаете, в чем дело? Вон, Гагарину, да, Гагарин знает об этом. На фото 5 мужиков и одна Дженнифер в чате была. Есть еще Хелен, которая вот любимая любовь этого нашего Энтея. Да, Дженнифер Конг, это она, Дженнифер. И есть Хелен у нас еще тоже. Вот это любовь этого. Это любовь. Поэтому. Ну, команда, да. Да, давайте по койкам. Да, готовишься. Хорошо, мне сегодня понравилось. Гагарин вообще херачит. Ну все, давайте, кажется, вы все написали. Я думаю, вам понравилось. И вот. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был. Да, пошли почки продавать. Отличный день, все, огонь. Дальше будет еще огненнее, так скажем. Э, ну, через неделю тоже, конечно. Почему нет? Любим. Давайте я заскриню и уже там дам поинт за все там, где будет.
Только вот за это уже поменьше, ребята. То такое чувство, что ходите на эти, как их звать, на Амус чисто за поинтами. А сколько тебе лет, криптобашка? Скажи, пожалуйста. Ну, я думаю, мы с тобой сойдемся, в принципе, 30 лет. А деньги есть? Ну, немножко есть. О, я, кстати, да, отмечу, кто был в чате. Ну, вот я, да. Ну, кто писал, да. А, Ирина, да. Ну, ладно, там все слушают на самом деле, я как понимаю. Э, Лилия вон. А я тоже на пианино, кстати, умею играть. Так что мы можем, если встретиться, сыграть что-нибудь. Нет, не ногами, руками. Мы, когда встретимся, можем без проблем. Вот. Батл устроить. Я не знаю, в Киеве, наверное, если приеду. Но это только, смотрите, я приезжаю, если краудлон выигрываю. Договорились? Вот мы краудлон выигрываем, да, еженедельно Ян Друг и Тусов в Киеве, да. Только меня похищать не надо, а, потому что я на краудлон отметим. Отметим, конечно, отметим. Почему не отметить? Питер, кстати, классно, думаю, там не так далеко. Да, захватить Питер. А, кстати, сюда же придут еще больше русских. Ну, русскоязычных. Это мне просто я и, и так далее. Русскоязычных, то как бы мы можем, я угощу, в общем, тех, кто приедет. Да, на вокзале шаурму пойдем есть. Обязательно, ребят. Так оно, вот, кстати, Пауло, там, вот там 90, там и по процентам, там 85% по русскоязычных. Ну, сейчас, наверное, что-то чуть поменьше. Ну, блин, ну, это моя работа, да. Это моя работа, что здесь столько людей. Это же, я же говорю, у нас даже рекламы нет, а вы можете посмотреть уже активность. У нас была только одна вещь. Это вот, ну, это рекламой назвать даже трудно. Э, Как это? Ну, вот это DeFi Panel Series. Ну, когда там амбассадорство, так ты и так как бы амбассадор уже, если ты здесь участвуешь. Просто я не хочу вот сделать вот амбассадорство. В Нарнию будет все, в Нарнию, братишки, будет. Если, кстати, кто нарнийцы, там, кидайте, что у нас краудлон будет. А так, с дропсами мы, думаю, через пару дней что-то решим. Вот так вот. Вы в любом случае кидайте. И это хорошо. Лишним не будет. Не, спасибо, Антон. Что-то такое себе место для встречи.
А, да, после шавухи на вокзале в Киеве это всегда такая херня. Щас в телеге, да. Нарния наши братишки, поэтому я могу порекомендовать Нарнию, вон там следить за ней. Не лишним не будет. Только ссылки сюда не кидать. На Севастопольской? На Севастопольской, кстати, без проблем туда тоже. Да вообще ж Киев, он хороший. На правом берегу особенно. Ну, он левый тоже, кстати, нормальный, но он больше жилой. Как. Бля, вот эта картинка Олега Френды, это же еще на прошлый раз было. Картинка хорошая. Так, ну я думаю... Да, ребята, идите спать, а я пойду работать, в общем, наверное, да. Вот, и я вам выкачу через ну, Месари, когда там будет, мне скажут. Я вот и вот, я сейчас схожу в магаз буквально на полчаса где-то так, и приду, выдам всем поинты. Да, Кристина просит подождать. Не, я пиво не пью, спасибо. Я же говорил, только хороший виски, 30 граммов, не более того. Не, я могу там выпить, знаешь, за компанию, но я не помню, когда я это делал. Наверное, лет 5 назад. Так, а там Кристина же хотела что-то спросить. Как стресс снимаешь? А у меня я на антидепрессантах сижу постоянно. Вот так стресс. Ну и алкоголем тоже. Да не, типа ты пишешь на перевод... сейчас, подожди. Ой, ёб твою мощь. Так, ты пишешь на переводы, типа скопировать ссылку перевода. Ее нужно куда-то скидывать. Ну, translations там типа это есть же. И все. Ну смотри, Medium или Google Docs, куда тебе удобно, Кристина там и так далее. И просто кидаешь ссылку. И все, пожалуйста. Можно свои статьи писать, пожалуйста, вот там, где articles guides, ну, articles guides, по-русски. Че Гагарин, нифига ты. Я не знаю, где это. Только тяжелые. Я ставлю кредит, можно статью отправлять в канал. Да, все правильно. Это ты сначала в translation закидываешь, а потом переправляешь в нативный канал. Ну, то есть там и говорят. Все правильно. Ну вот «Волк с Уолл-стрит» смотрели, наверное, многие, да, я надеюсь. Ну вот так вот надо снимать стресс. Как Мэтью МакКонахи там советовал, ну вы помните, да, там легендарная сцена. Всего погонять 3 раза, это да. Как там? Ну, короче, вы поняли. Пома первых порочинов, Криптор, да, это Криптолар именно. Ну, пусть пиарят, я только за. Криптор чисто вот реально братишка, я вот сообщение видел, чисто вот
Криптору респект, ламерам респект, всем респект. Вообще, вот, чисто от души. Поэтому тут такое. Лайрон, а вон там этот чуть-чуть выше. И вон, видите, дозор Кеникс скинул. М. Да, кстати, это Криптор, он еще там что-то закупался Кусамой под доллар. У Раф обещал, я не знаю, как Раф, типа, я надеюсь, что Раф сделает. Я очень на это надеюсь. Ну, честно, трудно вот что-то сказать насчет Рафа. Я вот честно, я сам не могу ничего сказать. Раф на Окиксе можно вы. Ну, я бы рекомендовал участвовать через кошелек. Потому что не всегда. Да, вот Раф только обещали, чтобы рассказать, что да как, а то фигню делает. Ну вот я про Рафа ничего не могу обещать вообще. Понимаете, в чем проблема? Его риск. Вот. Если позадалбываете Рафа, я не знаю, там Ксению, а я понятия не имею, сколько он берет вообще. Вот. Ну вот, я вообще ничего не знаю об этом. Так, Криптор, а где там про нас? Нигде. Кинцуги, тут Килд. Ага. Ой, ребят, слушайте, давайте заканчивать. Сейчас я тут посмотрю, что Кусама, да, Кусама, Криптор. Так, ну все, можете идти спамить в этот, как его, в этот чат, ну не спамить, вот видите там, сейчас я вот еще раз ссылку скину, давайте пишите, чтобы закидывали параллели, потому что это гем. Да, на личные вопросы предпочитаю не отвечать. Может, когда-то отвечу. Но ты можешь стать на самом деле. Скрытный молодой человек. Такое нравится? Как? Мне тут все нравятся, блин. Я вообще вон с тем пацаном, который э, немножко там у нас тут, ну я не буду, ну вы поняли, о ком я. Все мирно надо всегда решать, пытаться, потому что в голову. Я думаю, тут всем нравится. Ну, я про Рафа, я же говорю, я не могу, ну, никак вот, ничего про это не хватает объяснить. Вот сюда, ребят, пишите, что Хейка 2,5, а не вот сюда. Вот сюда пишите, пожалуйста, что Хейка 2,5, а не 2. Это важно. Вот там можете спросить параллелограмм, да.
Ой-ой-ой-ой, Кристина там уже, я вижу, залетела. Невероятно. Ага. Да, Кристина уже залетела. Кристина залетела, я в хорошем смысле. Это в хорошем смысле. Calamari — это Manta Network. Ну вот, видите, не знает ничего. Так, ребят, ну давайте уже, мы с вами 2 часа, я даже что-то время пролетело, я не знаю, ультра быстро. А вы вот переходите по ссылке и спрашиваете насчет этого, как его. Да, магаз закроется, кстати. Вот, это правда. Продлевать будете? Дадим, все дадим. Не переживайте. Пиво не пью, спасибо. Все, ребята, давайте в комменты сюда, я даже... Все отлично, мне очень понравилось, давайте, реально, обнимаю, заскринил всех, э, красавцы. Ой, вы... Мне нравится. Все. Да, да, у нас вроде, хотя, ну да, на самом деле это правда. Да, это хорошая идея. Все, ребят, давайте, я отконнекчиваюсь. Всем пока. Давайте. Люблю вас, обнимаю, целую. Это, да, все хорошо. Кому спокойной ночи, тому спокойной ночи. Так, что я могу сказать еще? Я не сплю. Здоровья всем определенно. Приходите в следующую субботу. Будем обсуждать как раз вот. Не забываем, ребят, вот сюда просто спасибо большое. Спросите вот тут у этих, как его. Ламер нормальный чел, поэтому все, давайте. Спасибо, Кристина. Все, всем люблю. Давайте. Я пошел. Потом вернусь и уже сделаю. Всё, давайте.